Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о реках. Да, на планете Земля есть реки, но что мы знаем о них? Есть большие, есть маленькие, есть длинные, есть короткие. Все реки текут, а еще можно в ней покупаться или поймать рыбу. Большинство знает, как называется река, которая расположена рядом с домом, в котором живет тот, кто знает. А есть такие, которые и не знают, и говорят про нее речка-вонючка. А если и не вонючка, ну и река и река. Вот, пожалуй, все. Но нет, мы не такие. Мы узнаем про нее побольше, чтобы наши знания из маленького ручейка переросли в полноводную длинную широкую реку, которых на нашей земле пруд-пруди. Но нет, если про реку, значит про реку. Поехали! Википедия нам говорит, что реки — это постоянные или временные потоки воды, текущие в выработанном ими углублении рельефа, питающиеся за счет стока с их водосбора. Непонятно, но начало есть, собственно, как и у реки. Всякая река имеет исток, то есть то место, где она начинается. Истоком реки может быть выход подземных вод, например, как у реки Волга. Родник, болото, кстати, именно с болота берет свое начало Москва-река. В высоких горах реки, как правило, начинаются с ледников. Та же Амазонка начинается в Андах. Место впадения реки в другую реку, озеро или море называется устьем. Нетрудно заметить, что река течет как бы в понижении в рельефе земли, которое называется речной долиной. На дне ее есть углубления, по которым течет река. Это углубление называется руслом. Во время разлива река выходит из берегов и затопляет пониженную часть речной долины, которая называется пойма реки. Всякая река имеет притоки, которые обычно короче главной реки. В местах, где осадка выпадает много, река имеет много притоков. Например, у Амазонки более 500 притоков, а в пустынных районах, где осадки крайне редки, притоков мало, а иногда и вообще нет, как у реки Нил. Приток, который впадает в главную реку справа, если смотреть вниз по течению, называется правым, а слева — левым. Например, Москва-река является левым притоком Оки, а Ока — это правый приток Волги. Если кто не знает, где право, а где лево, пишите, разберем отдельно. Река со всеми своими притоками образует речную систему. Местность, с которой речная система собирает воду, называется бассейном реки. Граница между бассейнами называется водоразделом. Чаще всего им служат горы или возвышенности. На направление и характер течения рек влияет рельеф местности. Реки по равнинной местности текут медленно. Объясняется это тем, что истоки равнинных рек находятся на небольшой высоте, а местность, по которым они текут, имеет малый уклон. Долины равнинных рек широкие, склоны их покатые, и относительная высота их не превышает нескольких десятков метров. К равнинным рекам относится множество рек, например, Волга, Обь, Дон, Амазонка, Миссисипи, Конго, Нил, Днепр. Реки, текущие по горной местности, несутся с большой скоростью, бурлят, пенятся. Истоки их расположены высоко в горах. Местность, по которым они текут, имеют большой уклон. Как правило, горные реки текут в узких скалистых долинах с крутыми склонами. Десятки и даже сотни тысяч лет уходят на то, чтобы река прорезала себе в горах долину. Часто русла горных рек, в отличие от равнинных, занимают все дно долины. Например, Колорадо в США, Франклин в Тасмании, Терек и Китой в России, ну и, например, Замбези в Африке. Многие экстремальщики занимаются спуском по этим рекам, который называется рафтинг. А вообще, многие реки начинаются в горах. При выходе на равнину изменяется. Примером такой реки может быть Терек. Он берет начало в горах Кавказа на высоте более 5 километров и впадает в Каспийское море. Первые этапы своего пути Терек проходит как горная река. Здесь он мчится 600 километров, спускаясь с высоты 5000 метров по каменистому ущелью. Выйдя на равнину, река течет медленно и извивается по дну широкой долины, высланной принесенными сверху наносами. Чаще на горных, реже на равнинных реках могут быть участки, на которых течение реки резко изменяется. Это связано с порогами. Дно речных долин, прежде всего у равнинных рек, сложено рыхлыми горными породами, речными наносами. Эти рыхлые породы сравнительно легко размываются течением. Но в некоторых местах река пересекает твердые породы, например, граниты или сланцы. Они размываются горными потоками медленно и могут в виде нагромождения скал, пересекающих русло, образовывать выход твердых пород. Этот выход твердых пород в русло реке образует пороги. Преодолевая их,
Изредка река пенится, высоко вверх взлетают брызги, возникают водовороты. Пороги очень мешают судоходству, а на отдельных участках из-за их обилия суда вообще не могут пройти. А вот рафтеры в восторге. Если река на своем пути встречает высокий крутой уступ, состоящий из твердых горных пород, то вода падает с него, образуя водопад. Чаще всего водопады встречаются в горах, но можно встретить их и на возвышенных равнинах. Самый высокий водопад в мире – Кирипакупаю-Меру, он же Анхель, он же Ангел, назван в честь летчика Джеймса Энджела, с английского Angel, который пролетел над водопадом в 1933 году. Он находится в Южной Америке, на реке Чурун, это бассейн реки Ороноко. Поток воды падает с высоты 1054 метра на дно глубокого ущелья. В Южной Африке на реке Замбези находится один из крупнейших в мире водопадов – Виктория. Река падает с уступа высотой 120 метров в узкое ущелье. Гул и грохот водопада слышно на многие километры. Вода, низвергаясь, поднимает на сотни метров вверх гигантские столбы мельчайших брызг, и потому местные жители называли этот водопад «Гремящий дым». Водопад Виктория был открыт английским исследователем Дэвидом Ливингстоном. В Северной Америке на реке Ниагара находится один из самых широких водопадов мира – Ниагарский. Высота уступа этого водопада равна 50 метрам. Шум его слышен на расстоянии 25 километров, а вблизи рев воды настолько силен, что не слышно человеческие голоса. Недаром слово Ниагара по-индейски означает «грохочущая вода». Интересным фактом про реки является то, что самой длинной рекой считается Нил. Ее длина составляет примерно 6853 километра. Но это не точно. Современная наука установила, что это не так. Самая длинная река – Амазонка. Она длиннее Нила буквально на сотню с небольшим километров. Воды больше всего именно в ней. Ежесекундно Амазонка сбрасывает в Атлантический океан 200 тысяч кубических метров воды. Речной сток Амазонки больше, нежели у 10 следующих за ней по величине рек. А еще волны на реке Амазонка могут достигать в высоту 4 метров. Именно возле Амазонки находится самый огромный тропический лес в мире. И многие считают эту реку королевой всех рек. Амазонку в 2011 году признали одним из чудес света. Как-нибудь мы рассмотрим ее поближе. А как насчет самой маленькой реки? Длина самой маленькой составляет всего лишь 18 метров. Это река Рипруа. Это самая короткая река в мире. И находится она в Абхазии. Она вытекает из подземной пещеры поблизости Черного моря и сразу же впадает в нее. А символом России считается река Волга. Хотя самая длинная река России – это Лена, потом идет Иртыш, а за ней уже и Обь. Несмотря на то, что по длине Обь уступает Иртышу, по площади бассейна Оби нет равных в России. Площадью бассейна 2990 квадратных километров. Обь занимает 4-е место среди крупнейших рек в мире. Уступает только таким рекам, как Амазонка, Конго и Нил. Также река Лена – это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Самой известной и большой рекой Украины считается Днепр. Кстати, так же, как и в Белоруссии. В Казахстане – Иртыш. Причем это самая длинная река-приток в мире. И река эта – Обь. Самая длинная в Кыргызстане река – Нарын. Все страны не перечислишь, будет скучно. Но судя по статистике, это основные, в которых живут мои подписчики. Самой чистой рекой является Вонча. Находится в республике Марий-Эл. Это вам не какая-нибудь речка-вонючка, хотя на нюх многие ее и не проверяли. А вот запах от реки Цитарум или Джамна я бы не проверял. Это две самые загрязненные реки в мире. Цитарум находится недалеко от города Джакра, столица Индонезии, а река Джамна находится в Индии. Причиной столь печальной экологической ситуации стала индустриализация, которая началась в 1980 году. Сейчас же более 500 организаций сбрасывают в реки свои отходы. Помимо этого, весь бытовой мусор и канализационные стоки оказываются в Цитаруме. Это отходы жизнедеятельности более 9 миллионов человек. В Австралии также есть самая загрязненная река. Ее название, как ни печально, Королевская. Загрязнение она получает в основном от химической промышленности. А вот Конго является самой глубокой рекой мира. А еще Конго – самая полноводная река Африки и является единственной рекой, пересекающей дважды экватор. В Польше реки Вельна и Нельба
пересекаются под углом 90 градусов. Кто-то Финляндию назвал самой речной страной. На ее территории протекает около 650 рек. Но вот в России протекает около 3 миллионов рек. Общая протяженность 12,5 миллионов километров. Речная или не речная, решать вам. Но мне кажется, это число намного больше. А есть страны, на территории которых нет ни одной реки. Да, это Саудовская Аравия. Там текут только реки нефти. А самой популярной выдуманной рекой считается Стикс. Это река, которая протекает в подземном царстве Аида. А в фильме про Вилли Вонка была шоколадная река. Загадкой природы являются синие реки. Они протекают по территории Гренландии и похожи на небольшие ручейки. Есть довольно смешные реки, например, река Лось, а также еще есть Лысая Балда в Украине, болотная Рогавка под Новгородом. Но лично мой топчик занимает река Кукурика или Кукарека. Находится она в Вологодской области. Хотя мне кажется, этот список может быть намного длиннее, но навскидку я перечислил те, которые мне попались по пути моего исследования. Кстати, больше всего рек впадает в Атлантический океан, а самая широкая река мира находится в Южной Америке. Это Ла-Плата, или как ее еще называют, Серебряная река. Она протекает на границе Аргентины и Уругвая, а естественной водной границей между Азией и Европой считается река Урал. Один берег реки Урал находится в Азии, а второй в Европе. Необыкновенной является река Амур. Факты подтверждают, что эта река имеет два истока – Зея и Бурея. Кстати, у Амазонки тоже два истока – Мараньон и Укаями. А самой священной рекой Индии и ее духовным центром является река Ганг. Название Индии произошло именно от названия реки Инд, потому что долины, где протекает данная река, стали жильем первых поселенцев государства. Через реку Амазонку не проходит ни единого моста, но в районе Амазонки есть мост, он ведет через самый большой приток Амазонки – Рио-Негро, и соединяет Манаус с Ирандубой. Самой извилистой рекой мира считается Пьяна, а самой извилистой рекой Африки является Гамбия. Реку Хуанхэ называют еще желтой рекой, потому что она самая мутная из всех существующих источников мира. Самая большая река из тех, которые заканчиваются в пустыне – Таджен. Именно так называют слепую дельту, то есть дельтовый веер просто растворяется в песках пустыни Каракумы. Река Эль-Рио-Винегре, расположенная на территории вулкана Пурасе в Колумбии, считается самой кислой. Ни одна рыба не живет в кислой реке. В ней содержится около 11 граммов серной кислоты и ряд других примесей, выносимых рекой из недр вулкана. Через Аргентину и Чили протекает река с бирюзовой водой, а называется она Футалеуфу. Дунай охватывает 10 государств Европы. Это главная водная артерия Центральной Европы. Примерно 20 раз в год меняет собственное направление река Шуя, расположенная на территории Карелии. Самая холодная река мира – это Индигирка. С приходом зимы река насквозь замерзает. Рио с португальского и испанского языков переводится как река. Именно поэтому многие стоящие на реках города Латинской Америки начинаются со слова Рио. В Чили существует ночная река. Днем русло этой реки пересыхает до такой степени, что ноги намочить невозможно. И говорят, что в реке Пуаренга, что в Новой Зеландии, можно поймать рыбу и тут же в воде ее сварить. И все потому, что вода возле одного берега реки очень холодная, а возле другого кипит. Быстрее всего течет река Брахмапутра. Это левый приток Ганга и является одной из крупнейших водных артерий в Южной Азии. Реку Канья Кристаллис еще называют Радужной рекой, и многие считают ее самой красивой из всех существующих в мире. Хотя у каждого красота разная, и многим нравятся речки, которые по каким-то причинам кажутся им лучше. В Австралии постоянно течет только пару рек. Это Муррей и Марамбиджи. Остальные пересыхают время от времени. А кто-нибудь слышал о молниях Кататумба? Около 280 молний в час в течение 10 часов попадает в устье реки Кататумба. В среднем в год число ударов молний в устье составляет около 450 тысяч. Молнии видно с расстояния до 400 километров, что породило миф о существовании молний без грома. По причине хорошей видимости этих молний с большого расстояния их даже использовали для навигации, из-за чего явление также известно под названием маяк Маракайбо. Считается, что молнии Кататумба являются крупнейшим одиночным генератором тропосферного озона на Земле. Есть еще одно интересное явление. Один раз в году река Меконг извергает из своего недра огненные шары, которые светятся, а один раз реку приговорили к смертной казни. В 539 году до нашей эры персидская армия двинулась в поход. Путь был нелегкий, жара, песчаные бури, а кое-где и водные преграды. Одной из таких была река Гинд, приток Тигра, но не кошки, а реки. Подойдя к Гинду, Кир задумался, как его преодолеть.
плавать, а пока размышлял, одна из священных белых лошадей Кира, всегда сопровождали эти животные, бросилась прямо в реку. Но то ли течение оказалось слишком сильным, то ли конь просто не умел плавать, хотя это вряд ли. Но скакун из личной конюшни царя утонул прямо на его глазах. Кир сильно расстроился, затем рассвирепел и приказал покарать реку-убийцу. По обеим ее сторонам расставил рабов, выдал всем лопаты и приказал копать, покуда сил хватит, от рассвета и до заката. А потом наоборот. За лето вдоль Гинда появилось 360 каналов, по 180 с каждой стороны. Вода устремилась в эти каналы, и река обмелела до такой степени, что пройти ее стало возможным, не намочив колени. Ох уж эти царьки. Царька нет, а река есть. Называется она сейчас Дияла. Реки имеют большое хозяйственное значение. Много воды расходуется в промышленности и для бытовых нужд. Важна роль рек как путей сообщения, особенно в государствах, обладающих большой территорией. Например, Россия, США, Китай. Вода многих рек используется для орошения полей и садов. Прежде всего в тех районах, где дожди выпадают редко и растения страдают от засухи. На многих реках нашей планеты строятся гидроэлектростанции, которые являются источником получения электроэнергии, которая крайне необходима для производства и в жизни любого человека. Река – это символ необратимого потока времени и, соответственно, потери и забвения. Она также символ направления, определяющего вектор судьбы. Река еще и символ движения, которое заканчивается в Великом океане. Река является отцом океана, но при этом она и дитя океана во всеобщем круговороте воды. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.